Крики этой молодой матери могли бы пронзить барабанные перепонки и выбить стекла из-за их невероятной интенсивности. Вы не ожидали, что молодая мать будет так кричать, увидев, кого она родила. Афина неподвижно лежала на больничной койке, пока врачи оперировали ее. Внезапно она отдернулась во сне, и ее глаза затрепетали, открываясь, как у бабочки, вылезающей из своего кокона. Сначала ее зрение было нечетким, и она не могла разглядеть ни чьих лиц, ни комнаты, в которой находилась. Но когда зрение восстановилось, она увидела медицинскую форму, перчатки и маску для носа, в которой было что-то похожее на голенького, блестящего, вылепленного ребенка. Сбитая с толку и гадая, не обманывают ли ее глаза, она несколько раз моргнула и посмотрела снова. Картина перед ней не изменилась, а значит, это был не мираж. Она огляделась и увидела, что находится в больничной палате, куда ее привезли рожать с помощью кесарево сечения. Был ли ребенок в руках медика тем самым младенцем? Но она решила, что этого не может быть, потому что ребенок выглядел ненастоящим. Возможно, это был гипс или что-то в этом роде, предположила Афина. Однако гипс на руке медика начал ныть, и части тела начали двигаться. К удивлению Афины, движения ребенка не были плавными, как у обычного человека. Это было похоже на то, как если бы вы смотрели фантастические фильмы, и камень ожил. Камень двигался, как в замедленной съемке, и каждое движение было рассчитанным и неестественным. Именно так выглядели движения ребенка в глазах Афины. Внезапно ей стало трудно дышать, в комнате стало душно, и она судорожно глотнула воздуха. Давление на горло и грудь не ослабевало, и все ее существо затопило ощущение, что она тонет. Ей не нужно было подтверждение от любого медика, находившегося в комнате, чтобы понять, что этот блестящий каменный младенец с бороздками на коже принадлежит ей. Из ее горла вырвался крик, и она начала метаться в постели, словно в конвульсиях. Только тогда медицинский персонал заметил, что она проснулась в середине операции, потому что каким-то образом действие анестезии закончилось раньше. Они все думали, что она кричит от боли, учитывая, что операция еще не закончилась. Они не знали, что она увидела своего ребенка и испытала сильнейший шок. 2 врача пытались прижать ее верхнюю часть тела, в то время как 2 медсестры придерживали ее ноги. Это был единственный способ взять ее под контроль, иначе она могла навредить себе. Другой врач поспешил и ввел большую дозу общей анестезии через капельницу, подключенную к пакету с кровью. Это подействовало мгновенно, и вскоре крики Афины стихли, и она задремала. Как только она крепко уснула, они проверили ее жизненные показатели, чтобы убедиться, что все в порядке. Они подтвердили, что так оно и было, и врачи поспешили и успешно завершили операцию. Для них было шоком, что она очнулась во время операции, они не знали, что она была пациенткой Fast Track, способной быстрее восстанавливаться после обычных доз анестезии. В противном случае они с самого начала ввели бы более тяжелую дозу, чем обычно. Много часов спустя Афина проснулась во второй раз. Она резко проснулась и села в постели, как будто ей приснился кошмар. Все еще тяжело дыша, она оглядела комнату. Это была не та палата, где проводилась операция, эта палата была уютнее по всем стандартам. Она подозревала, что ее муж Деннис заплатил за нее приличную сумму. В тот момент, когда она вспомнила о своем муже, Афина задалась вопросом, где он. Она позвала его, но ответа не последовало. На тумбочке у кровати она увидела записку, в которой он написал, что вышел перекусить и скоро вернется. Прежде чем она закончила читать записку, дверь в ее комнату распахнулась, и он вошел. Его лицо просветлело. Когда он увидел, что она в сознании, он подбежал к ней, чтобы спросить,
не нужно ли ей чего-нибудь и как она себя чувствует. Афина, не колеблясь, спросила о своем ребенке. Это был мальчик или девочка. Она даже не знала, потому что они хотели сделать сюрприз. Неуверенно улыбнувшись, Деннис поздравил ее с рождением дочери. Афина вздохнула с облегчением, но когда она попросила показать ребенка, он напрягся. Его взгляд скользил по всему, по занавескам, окнам, платяному шкафу, кровати, полу. Его поведение было подозрительным и заставило ее понять, что происходит что-то ужасное. Взяв его за руку, она сжала ее так сильно, что он вздрогнул и высвободил руку. Она потребовала объяснить, что произошло. Вместо прямого ответа он ответил, что все под контролем и все будет хорошо. Она ему не поверила. Афина почувствовала, как сильно забилось ее сердце, вспотели ладони и пересохло во рту. У нее было дурное предчувствие, и, если судить по прошлому опыту, оно сведет ее с ума, если она не докопается до причины. Решимость заставляла ее продолжать настаивать на своем. Что-то пошло не так, потому что у нее отошли воды слишком рано, и она родила ребенка на 5 недель раньше срока, на сроки 34-й недели. Денис отказался отвечать, и это беспокоило Афину больше всего на свете. Денис был человеком, который с первого дня их знакомства всегда был честен с ней. Он был жестким парнем, который представлял факты такими, какие они есть, и у него не было времени играть в игры с чьим-либо разумом или эмоциями. Раньше Афина часто притворялась, как перед самой собой, так и перед другими, но с того момента, как в ее жизни появился Денис, все изменилось. Афина мысленно перебирала самые худшие варианты развития событий и остановилась только на одном – ребенок мертв. Как только она подумала об этом, Денис увидел, как расширились ее глаза и округлились губы. Он легко мог прочитать ее мысли. Он поспешил заверить ее, что это не так, их малышка жива и дышит. В чем же тогда проблема? Афина задумалась. Ей не нравилось то, что она чувствовала, и она знала, что единственный способ развеять темные тучи страха, которые сгустились над ней, это докопаться до сути этой тайны. Ранним утром и в самую темную часть ночи Афина выскользнула из постели и оделась. Она не обращала внимания на боль в животе, и это ее не сильно беспокоило, потому что, как бывшая спортсменка, она привыкла жить с сильной болью, что делало ее болевой порог довольно высоким. Афина выскользнула из палаты и направилась к отделению интенсивной терапии новорожденных, где, по словам Дениса, находился их ребенок. Она не слишком беспокоилась о том, что ее поймают, потому что в это время почти все либо спали, либо хотели спать. Афина проходила мимо поста медсестры, когда услышала голоса. Она быстро нырнула за колонну. Спустя несколько мгновений она начала слышать, о чем говорят голоса. Голоса принадлежали дежурным медсестрам, и они обсуждали ребенка с редким кожным заболеванием, вызванным генетикой. Этот ребенок принадлежал женщине из палаты 13. Афина смутно помнила, что видела этот номер на своей двери, когда закрывала ее за собой. Именно тогда до нее дошло, что медсестры обсуждали ее ребенка. Она сразу же обратила на него больше внимания, на ее лбу появились морщинки. Они только что сказали, что у ее ребенка редкое заболевание кожи из-за генетики. У Афины мурашки побежали по коже, и она почувствовала, как дрожат ее руки. Она снова стала ребенком с 2 эмоционально недоступными родителями. Она была недостаточно хороша, чтобы удержать их вместе. Ее родители были вынуждены пожениться после того, как забеременели, когда дурачились. Они никогда не ладили, и то, что они оказались вместе, вызвало неприязнь между ними. Афина так и не смогла донести до них, что, как бы сильно она ни старалась нравиться и быть жизнерадостной,
несмотря ни на что. Это стремление нравиться сопровождало Афину повсюду, куда бы она ни пошла. И люди испытывали к ней отвращение, воспринимая это как отчаянную потребность быть любимой. Они насмехались над ней, когда думали, что она находится вне пределов слышимости. Ее родители только усугубили ситуацию, сказав ей в лицо, что она не принесла в их жизнь ничего хорошего, только багаж. Афина не очень хорошо училась в школе и не умела работать руками, чтобы чем-то выделиться. Афина серьезно относилась к фигурному катанию, потому что у нее был к этому талант. К счастью, ее высокие результаты принесли ей несколько спонсорских наград и медалей. Несмотря на это, она боялась того, что может случиться, если она окажется не в лучшей форме. Переходя из одиночного катания в парное, она встретила Дениса, который стал ее первым и единственным партнером. За долгие месяцы совместной работы они полюбили друг друга, и в процессе этого он также стал ее защитником. В свои 20 с небольшим лет Афина была близка к победе на Олимпийских играх, когда получила травму, которая поставила крест на ее карьере. Сначала у нее было небольшое растяжение связок на лодыжке, и ей потребовались месяцы, чтобы восстановиться. После этого она сильно упала, и ей была сделана операция на позвоночнике. Врачи рекомендовали ей уйти на пенсию, если она не хочет покончить с собой. Тренеры и родители Афины смотрели на нее так, словно она была неудачницей и упустила золотое яйцо, и это была ее вина. Если бы не Денис, Афина сошла бы с ума. Все они чего-то от нее хотели, но никто, кроме Дениса, не дал ей ничего, даже искренней заботы. Он мог бы найти другую партнершу и продолжить кататься, но решил уйти с ней на пенсию. Они поженились, начали тренировать будущих фигуристов и основали компанию по производству спортивной одежды. Все, чего хотела Афина, это быть ему лучшей женой. Она всегда так старалась, что он иногда кричал на нее, чтобы она прекратила. Он сказал бы ей, что она не обязана заслуживать его любовь, он не собирался бросать ее, как все остальные в ее жизни. Афина любила детей, поэтому, когда она узнала, что беременна, она была так счастлива, пока у нее внезапно не отошли воды за несколько недель до предполагаемой даты родов. Хуже всего было в тот момент, когда она узнала, что у ее ребенка генетическая проблема. Афина сразу же обвинила себя в том, что именно ее гены причинили вред ее ребенку. Она хотела еще раз увидеть своего ребенка, чтобы узнать, насколько серьезно состояние кожи. Однако, когда в поле зрения появилось отделение интенсивной терапии, Афина увидела объявление о том, что туда может входить только квалифицированный персонал, а она не была допущена. Медсестра, одетая в защитную одежду с головы до ног, вышла из отделения интенсивной терапии и увидела Афину, которая стояла посреди коридора. Медсестра обратила внимание на больничный халат Афины, ее грязный вид и заплаканные глаза. Она предположила, что это мать, у которой в отделении интенсивной терапии лежит ребенок, но она не могла позволить ей войти туда, не переодевшись, иначе это могло бы подвергнуть опасности находящихся там младенцев. Медсестра любезно подошла к Афине, объяснила, что она может навестить своего ребенка в течение дня, и проводила ее обратно в палату. На рассвете Денис приехал в больницу и обнаружил Афину рыдающей на кровати. Она начала извиняться за ущерб, который ее гены нанесли их ребенку. Раздраженный, он отругал ее за то, что она снова обвиняет себя в том, в чем не было ее вины. Кроме того, чтобы зачать ребенка, нужны были двое, и им нужно было сначала проконсультироваться с врачом. Афина приняла ванну, аккуратно оделась и отправилась с Денисом в кабинет врача. Там врач объяснил им, что у их ребенка заболевание, называемое ихтиозом Арлекина. Это редкое генетическое заболевание кожи,
характеризующийся толстыми ромбовидными пластинками кожи, разделенными глубокими трещинами. Это состояние вызвано мутациями в гене АПКА, который участвует в развитии внешнего слоя кожи или эпидермиса. Поскольку у ребенка Афины был ихтиоз Орликина, у нее, как правило, была очень толстая и сухая кожа, склонная к растрескиванию. Стянутость кожи могла ограничивать движение и влиять на работу глаз, ушей, рта и других органов. Кроме того, их ребенок подвергался повышенному риску обезвоживания, инфекций и респираторных осложнений из-за неспособности кожи обеспечить защитный барьер. После того, как врач подробно объяснил причину этого заболевания, Денис вспомнил, что у него был двоюродный брат, страдавший этим заболеванием, который скончался много лет назад. Встревоженный врач поспешил добавить, что прогноз для людей с ихтиозом Орликина в последние годы улучшился благодаря достижениям в области медицинского обслуживания, включая интенсивный уход за кожей, увлажнение и использование местных методов лечения. Однако он был достаточно честен, чтобы признать, что это опасное для жизни состояние требовало пожизненного наблюдения со стороны команды медицинских специалистов, включая дерматологов, педиатров и генетических консультантов. Известие о том, что с состоянием их дочери можно справиться, вселило в супругов новую надежду. Они были полны решимости сделать все необходимое, чтобы обеспечить ей наилучшее качество жизни. К счастью, у них были средства. Вооруженная знаниями о физическом состоянии своего ребенка, Афина, наконец, была готова встретиться с ней. Когда Афина впервые увидела свою малышку, старушку Кимберли, на ее глаза навернулись слезы. И дело было не только в том, что ее малышка выглядела хрупкой и напряженной, но и в том, что ее захлестнула волна материнской любви, и она поняла, что по-другому Кимберли у нее не будет. Она любила бы ее такой, какая она есть, безоговорочно. В последующие месяцы Афина стала заботиться о Кимберли на полный рабочий день. Денис иногда помогал, но его внимание было сосредоточено на их бизнесе. Афина не пропускала ни одного приема у врача и всегда следила за тем, чтобы плотная, подтянутая кожа Кимберли была должным образом увлажнена. Она часто пользовалась смягчающими и увлажняющими кремами. Она также давала Кимберли дополнительное питье. Однажды Афина заснула от усталости и проснулась на час позже, чем планировалось. Предполагалось, что она будет кормить Кимберли жидкостью и увлажнять ее кожу. Всего за час задержки Афина заметила, что кожа ее ребенка стала более упругой. Она также заметила проблемы с дыханием и заподозрила инфекцию. Афина запаниковала и отвезла ее в больницу, где ей назначили антибиотики и другую специализированную помощь. Как только стало ясно, что с Кимберли все в порядке, Афина наняла помощницу. Раньше она думала, что несет полную ответственность за свою дочь и должна справляться с ней одна, но теперь она поняла, что ради дочери ей нужна помощь. У Афины были некоторые проблемы с получением медицинской помощи, но ради дочери она начала учиться. Купая Кимберли, нужно было соблюдать особую осторожность, особенно в области суставов, которые были подвержены образованию трещин. Ее нужно было держать в тепле, но не перегревать. Для ребенка с таким состоянием у Кимберли все шло хорошо, но Афина больше всего беспокоилась о том, как ее примут, когда она пойдет в школу. В конце занятий в детском саду класс Кимберли подготовил презентацию для родителей, и, к удивлению Афины, ее дочь была главной героиней. Слезы счастья выступили у нее на глазах, когда она увидела, с какой искренней заботой и вниманием другие дети относятся к ней. Она была рада, что не стала обучать свою девочку на дому, как ей хотелось. Кимберли многому научила своих родителей, и теперь Афина поняла, что она делала то же самое с другими. Их маленькая девочка оказывала прекрасное влияние на окружающих. Возможно, она и страдала физическими недостатками,
но было очевидно, что впереди у нее блестящее будущее.